Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня еще один урок именно по соединению полотна к пластиковой заготовке. Постараюсь более подробно показать и рассказать, как это сделать. Для тех, кто плетет первый раз, конечно, с первого раза не получится, вы будете ругаться и не знаю еще какими словами, но если постараться, у вас обязательно все получится. Ну что ж, приступим. Предыдущий урок снимала, показывала, как обработать заготовку, как прикрепить именно полотно. Но там был светлый фон, и думаю, что многим, особенно тем, кто плетет в первый раз, будет непонятно. Поменяла фон, и сегодня именно покажу урок по соединению заготовки с отверстиями к вязаному полотну. Я беру примерно 2,5 метра лески. Этого мне вполне хватит, чтобы обработать заготовку. И лучше, конечно, брать подлиннее, чтобы не надо было тут скреплять и завязывать новые узелки. Вот мое полотно. И его я буду подгибать вот так с одной стороны. Как плести полотно в предыдущем видео я показывала. И расчет, как я делала, тоже показывала. Вот так подгибаем. И получается вот такая вот канавка. И чтобы начать плетение, мне надо будет завести леску вот сюда, затем пройтись по боковинке, тут 3 бусины, и снова войти вот сюда. Вот сюда будем заходить леской, и здесь же будем выходить. Вот моя леска. Захожу сюда, перехожу по боковинкам, 1 бусина, 2 и 3 бусина. И вот сюда. Вот у нас получается леска вот сюда зашла и вот сюда вышла. И теперь мы выравниваем оба конца лески, чтобы были одинаковые. Заготовка у нас будет вот так в середине бусин. И как все это будет происходить? Каждый край лески, конец лески будет проходить через одно и то же отверстие, оба конца лески, крест-накрест. Одна леска в одну сторону, другая в другую сторону. Вот так будет у нас крест-накрест проходить. И затем будем закреплять каждую бусину по очередности. Зашло туда-сюда и через бусины проводим. Снова крест-накрест, через бусины проводим. Но первые бусины надо будет закрепить. Поэтому вот они у меня выходят вот так. Я беру заготовку. 2 конца лески, вот одну. Так, один конец. Заготовку в любое отверстие вот провожу сюда. И второй конец лески в это же отверстие в другую сторону. Вот сюда. И затягиваем. Вот что у нас получилось. Получается, леска у нас выходит вот здесь. И теперь нам надо вот с этих краев леску протащить с одной стороны и с другой стороны. Так, я беру край лески и вот сюда вытягиваю. Здесь трудно все ухватить, когда начинаем плетение, но все это дело чуть позже будет легче, когда все это закрепится. Вот, и со второй стороны в таком же направлении вот эту леску сюда. Так, все утягиваем. Сейчас я затяну и покажу, что же получается. Вот вы видите, мы закрепили. Впоследствии мы будем все это утягивать, и все у нас закрепится. Что мы делаем дальше? Теперь с каждой стороны лески берем следующее отверстие, и тоже крест-накрест мы все это проводим. Сначала я беру с этой стороны вот сюда леску. И так, где у меня леска? Ой, не с той стороны, извините, перепутала.
Вот с этой стороны леска уходит с этой стороны и с этой стороны в эту сторону. Просто и держать, и показывать неудобно. Так, вот в следующее отверстие. С одной стороны леска уходит и с того края в эту сторону. Вот так. И все утягиваем. Вот у нас что получается. Утягиваем. И теперь вот у нас леска вышла и через следующую бусину. Через следующую бусину, потом у нас снова в отверстие. С другой стороны леска тоже будет проходить в бусину и через отверстие сюда. Так что мы делаем так. Мы проводим крест-накрест и потом каждую бусину с каждой стороны проходим леской. Снова крест-накрест, следующую бусину опять проходим леской. Вот сейчас я увеличила. И вот теперь прохожу во вторую бусину леской. Начало сложное, но потом уже, потому что, как я уже говорила, вот тут все туда-сюда шатается. Так, проводим через бусину. Теперь у нас уже закреплены 2 бусины. Теперь леска с каждой стороны в следующее отверстие крест-накрест. Вот у нас 3-е отверстие идет. Через отверстие прошли. И теперь через следующую бусину. Крест-накрест через отверстие и по обе стороны проходим через бусины. И так, в принципе, плетем до конца. Вот таким образом. И если мы затянем, то вы видите, что вот с 2 сторон у нас все получается одинаково. Если вы смотрели на ютубе, то видели, что многие плетут сразу на заготовки. Но в этом случае нужно иметь точный расчет бусин и размер бусин. Если чуть-чуть отверстие не будет подходить под бусины, то как бы у вас или все будет затянуто, или наоборот будут между ними какие-то отверстия. В этом случае сплели вот эту заготовку, и как бы нету такого большого расчета. Если вдруг не хватает потом, то всегда можно доплести. Мне этот вариант нравится больше. С одной стороны и с другой стороны. Снова прохожу через заготовку с одной стороны, с другой стороны и через следующую бусину. Вот у меня постепенно все начинает здесь закрепляться. Ну и, конечно, потом все я затяну через следующую бусину. Я немного проплету и потом покажу вариант. Тут у меня получилось вот в этой заготовке. Не в каждое отверстие проходит бусина, а в одном месте, в 2 местах. У меня получилось, что я делала через отверстие, чтобы натянуть и не было видно вот этих отверстий, когда у нас будет готовая заготовка.
Вот сейчас покажу. Если я все прижимаю, по идее, вот я последнюю проходила через это отверстие, как бы надо в это. Но, видите, я вот прижимаю, и получается, что это отверстие мне надо пропустить, а уже протянуть вот сюда. Если я протяну в это, то это просто будет вот болтаться, а сюда оно натянется и будет хорошо держаться. Поэтому я одно отверстие пропускаю. Снова делаю крест-накрест. Вот, и в следующую бусину. Бусины мы не пропускаем, только отверстия на заготовке. Бусины мы закрепляем все. Так, с одной стороны и с другой стороны. Сейчас натяну и покажу, как все получается. И с этой стороны. Так, что ж такое, не могу попасть. Вот, попала. Вот у меня все натягивается, и вы видите, как все закроется. Вот у меня это отверстие пропущено, и теперь иду в следующее отверстие. На этой заготовке, ну, 2 раза или 3 раза пропускается, не больше. Поэтому продолжаю. Следующее отверстие, крест-накрест, и продолжаю плетение. Все делаем до конца. Вот уже заготовка стоит, можно уже плести вот так. С одной стороны и с другой стороны. Работа идет медленно, конечно, но вот. И продолжаем плетение. Ну вот сейчас уже легче, когда тут закреплено, поэтому я снова туда-сюда, одну леску туда, вторую с этой стороны, в это же отверстие сюда. И теперь обе лески в следующую бусину. Одновременно, можно так сказать, горизонтально. Параллельно, точнее, вот вспомнила. Параллельно идут. Работа у нас идет параллельно. И постепенно затягиваем. И вот что у нас получается. Если здесь чуть-чуть оттопыривается, ничего страшного, когда мы со второго края подойдем, здесь мы все закрепим. И продолжаем работу. Ну вот сейчас леска не такая длинная, могу показать. Уже держу в руке. У меня в одну сторону проходит леска. Вот с этой стороны леску через это же отверстие сюда. И теперь с одной стороны в бусину и с другой стороны в бусину. Вот с одной стороны и с этой же стороны. Вот с другой. В таком же порядке. И затягиваем. Да, конечно, тут все немножко так вот болтается, но ничего. Снова у нас лески по обе стороны. Вот с одной стороны леска и с другой стороны. В следующее отверстие крест-накрест. Сюда. Так, зацепилась. Вот сюда. И с этой стороны. Вот так. Ой, так, выскочила. Вот она. В это же отверстие. И в следующие бусины. Сюда. И сюда. Ну, надеюсь, объяснила.
Да, конечно, для новичков это будет сложновато, но при плетении уже будет более ясно, когда вы уже будете видеть само плетение в руках. И продолжаем. Я дошла до конца, и здесь мне надо все соединить. И получается, что мне не хватает бусины вот здесь и вот здесь. Сейчас покажу, как все это дело соединить. Вот эти отрезки я пока оставляю. И, как мы помним, мы плетем все время из квадратиков. И вот здесь вы видите, у меня есть вот эта бусина и вот эта бусина. Не хватает одной бусины внизу и наверху. Я одеваю новую леску через вот эту бусину. Теперь добавляю одну сюда и одну сюда. Для крестика на каждую леску по одной бусине. Вот, есть. Есть. Сейчас покажу, что же у нас здесь получается. Вот, одна бусина здесь. И вот будем соединять здесь 4-я бусина. И чтобы леска у нас была в рабочем состоянии наверху, то вот эту нижнюю леску мы протягиваем через вот следующую бусину со 2-го края. Вот она, вот сюда. Так, и сейчас покажу, что же у нас получилось. Так, это леска. Сейчас я ее вниз, чтобы она мне не мешала. Вот. И теперь у нас получается 1, 2, 3, 4. У нас будет крестик. Вот в эту бусину я делаю петлю. И 2-ю леску протягиваю через петлю. Так, сейчас затяну. И вот. У нас получается 1, 2, 3, 4. Крестик. Так, затягиваю. Вот так. Все, у нас соединилось. Теперь следующее. 1, 2, 3. У нас не хватает одной бусины здесь. Но леску нам надо пропустить через вот эти 2 бусины. Пропускаем с одной стороны. И с другой стороны. И теперь на любую из удобных лесок мы набираем одну бусину и делаем петлю. Так, я наберу бусину, пропускаю ее вниз и сразу делаю петлю. Вот моя петля. И протаскиваю леску, которую мы уже протянули. И затягиваем узелок. Вот, здесь у нас тоже все соединилось. И получается, здесь у нас бусина есть, здесь есть, здесь есть. Не хватает одной бусины вот здесь. Поэтому снова протаскиваем с каждой стороны леску. Так. Так, это у меня соединительная. Вот с одной стороны, с другой стороны. И на любую из лесок, которая вам удобно, берем еще одну бусину и делаем петлю. Вот это 4-я бусина, которая у нас на любую, или на правую, или на левую. Делаем петлю и забираем вот эту леску и все затягиваем. Так, и узелок затягиваем внутрь. И вот у нас все соединилось. И теперь эти лески закрепляем. Мы делаем так, чтобы они встретились. Можно вернуться назад через эти же бусины. И также делать петлю и закреплять. И затем уже уводить. Так, вот я возвращаюсь назад. Не пройти. Сейчас пройду леской и вернусь к вам. Вот теперь я иду навстречу 2-й леске. И в любую из петель, в любую сторону делаем закрепку. Так, вот, наверное, я сделаю вот так. И возвращаюсь назад. И затем затащу узелок в середину. Вот эта леска затягиваю в середину. Уже тут туго идет. Вот. И теперь прячу. Так, отрежу лески поменьше,
чтобы мне не мешали. И теперь снова можно еще один узелок сделать, чтобы лески встретились, и еще один узелок. И затем увести леску и спрятать в следующие бусины. Так, вот в эту я уведу назад. Я делаю 2-3 раза. Вот уже тут туго проходит. Вот. Прямо очень туго идет, поэтому я могу затянуть и лишнее подрезать. И теперь мне останется закрепить вот здесь вот леску. Помните, где в самом начале у меня было немножко вот это все тянулось? Вот сейчас я все это могу туда-сюда. Тоже подлезть немножко сложновато, но возможно. С одной стороны, вот вы уже видите, утягивается. С другой стороны в это же отверстие. И теперь через бусины и также буду прятать и закреплять. И вот у меня 2 заготовки готовы, обработаны. Я постаралась подробно вам показать и объяснить, как обработать, как все сплести. И в следующем уроке мы с вами будем соединять 2 половинки и, конечно, будем делать ручки. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.